Приветствую вас в нашей новой летней видеоистории. Наша первая половина лета была наполнена маленькими летними радостями, такими простыми и легкими, но в то же время оставляющие такие приятные воспоминания. И мне очень хочется поделиться всеми этими моментами с вами. Еще это лето принесло мне новые планы, проекты, над которыми я уже начала работать, и совсем скоро поделюсь прекрасными новостями, которые, думаю, что многих порадуют. Наконец-то в июле выдалось время, когда мы смогли отправиться в деревню. Дорога обычно занимает в районе 2-3 часов. Зависит от того, делаем ли мы какие-то долгие остановки на перекус или полюбоваться красивыми местами по дороге. Большая часть нашего пути проходит вдоль красивых полей. Так и хочется остановиться и насладиться этой красотой, а также густыми лесами, которые тоже встречаются на пути довольно часто. Апрель, май, июнь для меня в этом году были непростыми месяцами. Я очень плотно занималась стоматологией, и мне было не вырваться в деревню. И в отличие от меня, мой муж посещал деревню довольно часто, и в нашем домике и на участке произошли большие изменения. Домик наш достаточно сильно расширился. В нем появился новый модуль и терраса. Работы, конечно, было немало. Нам привозили модуль, устанавливали его. Также нужно было покрасить пол, стены у этого нового модуля и перенести в него кухню. Я так благодарна мужу за то, что он один сделал так много работы, и это место стало намного уютнее. Когда я приехала сюда в июле, я первым делом повесила цветочные шторы, такие легкие и воздушные. Хорошо на террасу вписался небольшой круглый стол с деревянными креслами. В этом месте мы обедали и ужинали, занимались рукоделием. Такая терраса оказалась очень отличной идеей, ведь она закрывает от палящего солнца и в то же время позволяет больше времени проводить на свежем воздухе. А если пойдет дождь, то терраса — это просто незаменимое место, на которое можно спрятаться от него, взять книжку, чашечку чая и наслаждаться шумом дождя, видом на сад и уединением. Благодаря всем этим изменениям в нашем домике стало очень уютно. И несмотря на это, мы много времени проводили на природе. Ездили на речку, купались и любовались всей той красотой, которая открывается только в деревне. На камушек положи. Вот туда брось. Повезло, ведь эти дни, которые мы проводили в деревне, были очень жаркими, и мы много времени проводили на речке. Брали с собой небольшой перекус в корзине для пикника, устанавливали палатку, которая помогла укрыться от мошкары и слепней, и проводили время на свежем воздухе. Дети купались, играли в воде, а я могла спокойно почитать книжку или пообщаться с мужем. Пребывание в таких умиротворяющих местах всегда открывает для меня какие-то новые взгляды на жизнь, что-то новое, что я раньше не осознавала. В этот раз тоже случилось такое некоторое осознание. Сложно опровергнуть тот факт, что сейчас большинство из нас находятся в некой погоне за счастьем.
И в этом нет ничего предосудительного, ведь это чувство такое неустойчивое, такое эфемерное, и очень редко оно длится долго. У меня истинное счастье находится в настоящем моменте, в тех простых мелочах, которые окружают нас каждый день. И ни в коем случае не в сравнении себя с другими. Ведь всегда в этом сравнении можно проиграть и почувствовать себя несчастным. Любые сравнения являются ядом для нашей души. Ведь так важно находить радость и благодарность в том, что у нас уже есть. В книге «Спокойное сердце» я однажды прочитала такие строки. Может, для кого-то это выглядит как отказ от желаний, но я не думаю, что в отказе всегда есть что-то плохое. Считается, что само слово «отказ» в японском языке произошло от выражения «сделать ясным происхождение вещей». То есть в этом случае отказаться от чего-либо значит четко определить, как ты живешь, найти свою меру во всем, и в том, как тратить деньги, и в том, куда стремиться. Как здорово, что погода была разной. На смену жарким солнечным дням приходили дождливые и пасмурные. Это очень уютные дни, когда хочется проводить больше времени в домике, наводить уют, убираться или что-то готовить. Как здорово, что в домике стало больше места. Теперь девочки спят в отдельной комнатке. Я же нахожусь в соседней. У девочек есть свой шкаф, где они могут хранить игрушки и одежду. И у меня появилось свое собственное пространство, где я могу хранить свои вещи, а также книги. И в будущем даже поставить небольшой письменный стол. Не больно? Нет. Конечно же, сердце нашего домика — это наша маленькая, уютная кухонка. Ее сделал муж своими руками. Процессом создания этой кухни я делилась в прошлом видео летом. Ссылку на это видео я оставлю в описании. Несмотря на то, что она маленькая и такая, на первый взгляд, простая, в обиходе она оказалась очень удобной. У нее нет шкафов и дверей, есть только нижние стеллажи, на которых я располагаю крупную посуду, такую как сковородки, кастрюли, какие-то вещи, которые не нужны мне часто. Более мелкие предметы располагаются или на столешнице, или в маленьком навесном шкафчике. У кухни нет ничего лишнего. Я стараюсь не захламлять ее большим количеством предметов, а использую только все самое необходимое. Тыквенный суп – один из любимых супов нашей доченьки Полины. Она обожает этот суп и часто просит его приготовить. Готовить его очень просто и быстро. Это идеальное блюдо для того, чтобы приготовить его в деревне. Получается очень вкусным, если добавить туда мускат и сделать его на сливках из орешков кешью. Эти сливки я делаю также самостоятельно. Для этого беру несколько горсточек орешков кешью, тщательно их промываю и замачиваю. После перемалываю с небольшим количеством воды в блендере, и наши сливки готовы. Помимо тыквы я еще добавляю несколько крупных свежих морковин и одну большую головку репчатого лука. Нарезаю все овощи большими кусочками и отправляю тушиться в кастрюлю с небольшим количеством воды до полной готовности, чтобы овощи стали более мягкими.
Я не перевариваю овощи, стараюсь оставлять их полезные свойства, так как все равно после того, как овощи будут готовы, мы их будем перемалывать в блендере до состояния пюре. И в самом конце добавляю сливки из орешков кешью. Тщательно перемешиваю, и наш легкий и вкусный суп готов. В теплые дождливые дни мы также много времени проводили на террасе. Мне очень нравится сделать какой-то вкусный горячий напиток, взять книгу и уединиться под шум дождя на нашей уютной террасе. На участке тоже произошло много изменений. Этой весной удалось сделать огромную работу по сносу старого дома, который находился перед нашим домиком. Это была действительно огромная работа, которая заняла немало времени и сил. Но зато теперь открывается такой просторный вид на сад. Теперь можно любоваться старинными яблонями и другими большими деревьями. Также в саду мы нашли разные кустарники, розы и другие цветы. Но работы в саду еще очень много, ведь нужно будет убрать оставшийся мусор от снесенного дома, засыпать фундамент и сделать еще много чего. Но все это впереди. А пока мы просто наслаждаемся моментом и пребыванием в этом прекрасном месте. Какие? Сейчас буду скажи. Если вы будут, я вас квашу. Да, если будут только. Или какая-то кошка. Да давай, я смею. Что еще хочешь добавить? У нас листочек. Вот так проходили наши летние дни в деревне. Мы благоустраивали наш домик, наводили
порядок на участке, занимались творчеством, готовили, общались и, конечно же, очень много гуляли. Эти моменты такие простые и такие запоминающиеся, такие теплые, которые действительно греют нашу душу и заставляют нас улыбаться. Мы очень скоро вернемся сюда вновь. Я благодарна вам за то, что разделили эти прекрасные минуты с нами. Пусть ваши летние дни будут наполнены душевным теплом. И до новых встреч в новой видеоистории.